Обычная доставка пиццы принимает пугающий оборот, когда молодой курьер замечает что-то необычное в пожилой женщине, которую он регулярно обслуживает. Движимый беспокойством, он заходит к ней домой, чтобы раскрыть тревожную тайну. То, что он обнаруживает, не оставляет ему иного выбора, кроме как принять меры. Хватит ли его чутья, чтобы что-то изменить? Подпишитесь на новые захватывающие истории. И дайте нам знать в комментариях, откуда вы смотрите сериал. Смена, но подходила к концу. Когда он просматривал оставшиеся заказы на экране своего компьютера, рутинная работа по доставке пиццы ослабевала. Он уже думал о конце своей смены, о том, что наконец-то пришло время отдохнуть после долгой ночи в дороге. Но потом он заметил кое-что странное. Миссис Эллисон, одна из его постоянных посетительниц, не сделала свой обычный заказ. Миссис Эллисон была для него не просто покупательницей. Она была милой пожилой женщиной с мягким голосом и теплой улыбкой, которую он с нетерпением ждал во время своих обходов. Ночи. Каждый вечер она заходила к нему, чтобы заказать свою любимую пиццу с пепперони и чесночными нарезками, шутя, что это ее единственное удовольствие, хотя разговоры были короткими. Между ними установилась приятная дружеская связь. Однако сегодня вечером ее отсутствие было как бы недостающим элементом в ритме его вечера. Ной попытался не обращать на это внимания. Конечно, ей просто не хотелось сегодня есть пиццу, но его грызло какое-то неприятное чувство, и он поймал себя на том, что возвращается в пиццерию и заказывает, как обычно, ее заказ. «Может быть, она забыла», — сказал он себе, хотя эта мысль не уменьшила его беспокойство. Когда он добрался до ее улицы, в округе было темно и тихо. На крыльце, как обычно, не горел свет, в том числе и у миссис Эллисон, что действовало ему на нервы. Она всегда оставляла его включенным. Как-то раз она упомянула, что так ей не так одиноко по вечерам. Когда он припарковал машину и направился к ее двери, ее охватило холодное чувство неловкости. Дверь. «Миссис Эллисон, это Ной», — тихо позвал он, постучав немного громче, чем намеревался. После долгого тягучего молчания он, наконец, услышал тихие шаги, и дверь со скрипом приоткрылась. Там стояла миссис Эллисон, но от ее вида у него по спине пробежал холодок. Она совсем не походила на ту жизнерадостную женщину, которую он помнил. Ее кожа была бледной. Глаза ввалились, а обычно аккуратные седые волосы были взъерошены. Старый. Ее рука, обмотанная белой повязкой, дрожала, когда она хваталась за дверцу. «Ной», — прошептала она едва слышно, — «что ты здесь делаешь?» «Я принес тебе, как обычно», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал непринужденно. «Я подумала, что ты, возможно, забыл позвонить». Лицо миссис Эллисон исказилось, на нем отразилось сожаление, смешанное со страхом. «Это очень любезно с твоей стороны, Ной, но...» Она замолчала, оглянувшись через плечо, как будто кто-то прятался в тени у нее за спиной. «Я сегодня не голоден». Беспокойство Ноя усилилось. Он чувствовал ее нерешительность, ее настороженную позу и не мог отделаться от ощущения, что что-то здесь не так. «Вы уверены?» «Я просто хотел проведать тебя. Ты неважно выглядишь». Между ними повисло долгое молчание. На мгновение он подумал, что она может открыться, но затем ее лицо окаменело. «Спасибо тебе за заботу, Ной, но я в порядке. Тебе лучше вернуться домой». Он заколебался, не зная, стоит ли продолжать.
ее. Но когда она медленно закрыла дверь, он понял, что не может просто так уйти. Ее испуганный взгляд, нехарактерный беспорядок в доме — все это создавало слишком тревожную картину, чтобы ее игнорировать. Ной вернулся к своей машине и сидел молча, не сводя глаз с ее темного дома. Нетронутая коробка с пиццей стояла рядом с ним, наполняя машину ароматом пепперони и чеснока. Но это мало помогло успокоить его нервы. «Возможно, я слишком много думаю», — пробормотал он, барабаня пальцами по рулю. Но затем он подумал о том, какой одинокой казалась миссис Эллисон, и как она доверяла ему мелкие подробности своей жизни. Нет, он не мог отмахнуться от этого. Решив, что ему нужно больше информации, он поехал к ближайшему соседу, надеясь, что кто-нибудь прольет свет на ее ситуацию. Дверь открыл пожилой мужчина, который выглядел озадаченным, увидев разносчика пиццы у себя дома так поздно. «Извините, что беспокою вас», — начал Ной. «Я регулярно доставляю еду миссис Эллисон, и сегодня вечером она показалась мне другой. Вы не заметили ничего странного?» Мужчина почесал в затылке. Выражение его лица потемнело. «Я не видел ее несколько дней. Обычно она гуляет каждое утро. Но теперь, когда ты упомянул об этом, она не выходила из дома в последнее время». Он нахмурился еще сильнее. Она сильная женщина. Но, возможно, дела у нее идут не так хорошо, как она показывает. Сердце Ноя упало. Он поблагодарил мужчину и перешел к другому соседу. Ответила молодая женщина с дымящейся кружкой чая в руке. Она слушала, озабоченно нахмурившись. «На самом деле, да», — медленно произнесла она. «Пару дней назад я видел, как двое мужчин околачивались возле ее дома. Они выглядели так, словно им здесь не место, стучали в ее дверь, перешептывались друг с другом. Я хотел спросить, все ли с ней в порядке, но не хотел быть назойливым. Ной почувствовал, как в животе у него скручивается холодный комок. Появление незнакомцев возле дома миссис Эллисон было плохим знаком. Он перешел к следующему дому, надеясь получить больше ответов, и там обнаружил пожилого мужчину, который мрачно кивнул ему. Я тоже видел этих двух парней. Они часто приходили, зависали на ее крыльце, стучали в дверь. На прошлой неделе я сказал им, чтобы они убирались восвояси, но они, похоже, были не в восторге от этого. Ной сжал кулаки, его беспокойство переросло в решимость защитить миссис Эллисон. Она стала для него чем-то большим, чем просто остановка для доставки, и ему была невыносима мысль о том, что она встретится с этими мужчинами одна. Сделав глубокий вдох, он вернулся к ее дому и обнаружил, что входная дверь слегка приоткрыта. Его пульс участился, когда он вошел внутрь. «Миссис Эллисон», — прошептал он, тихо окликая ее по имени. Пройдя дальше по тускло освещенному коридору, он увидел, что маленький столик у двери завален бумагами, просроченные счета, несколько рецептов разбросаны повсюду. Наконец, он добрался до двери ее спальни, которая была слегка приоткрыта, вошел внутрь и увидел, что она скорчилась на полу, выглядя хрупкой и беспомощной. Ее дыхание участилось. Ной бросился к ней. «Миссис Эллисон, что происходит? Ты ранен?» Она посмотрела на него усталым взглядом, в котором читалось облегчение. «Ной, я же просила тебя не входить», — прошептала она. Ее голос дрогнул от усталости. «Я не могла просто уйти». Он ответил, поддерживая ее, когда она попыталась сесть. «Почему ты никому не рассказал о том, что происходит?» Ее губы задрожали,
и она отвела взгляд. Потому что никто не стал бы слушать. Они бы просто подумали, что я запутавшаяся старая леди. Нет, они бы не стали. Ной твердо сказал: «Скажи мне, что происходит». Кто эти люди? Они продолжают приходить и уговаривать меня продать дом. Дрожащим голосом она пробормотала: «Они говорят, что пришли помочь». Но, когда я сказала «нет», они стали агрессивными, они пытаются запугать меня. Кровь Ноя вскипела. С такими уязвимыми людьми, как миссис Эллисон, нельзя так обращаться, особенно в их собственных домах. Я не оставлю тебя здесь одну. Один. «Мы заберем тебя отсюда», — сказал он, помогая ей подняться на ноги. Но прежде чем они успели пошевелиться, раздался громкий стук в парадную дверь, и лицо миссис Эллисон побледнело. «Они вернулись?» — прошептала она, в страхе хватаясь за его руку. «Все в порядке», — прошептал он в ответ. «Мы выйдем через черный ход». Обняв ее за плечи для поддержки, он тихо провел ее через заднюю дверь к своей машине. Он поехал в ближайший мотель, где, как он знал, она будет в безопасности на ночь. В его голове проносилась мысль о необходимости защитить ее. Когда они приехали в мотель, Ной помог миссис Эллисон зайти внутрь, усадил ее в кресло и достал телефон. Он позвонил своему надежному другу, который работал в службе поддержки престарелых, объяснил ситуацию. В течение нескольких минут его друг пообещал оказать юридическую помощь и обеспечить охрану ее дома, чтобы убедиться, что эти люди больше не будут ее беспокоить. На следующее утро Ной сидел с миссис Эллисон, когда они встречались с командой поддержки. Он видел, как на ее лице отразилось облегчение, когда она поняла, что ей не придется справляться с этим в одиночку. В последующие дни он наблюдал, как в ее доме устанавливалась система безопасности, менялись замки, а соседи, поддерживающие ее, сплачивались вокруг нее. Вскоре к миссис Эллисон на дом стала регулярно наведываться медсестра, а ее собственность защищала команда юристов. Ной продолжал навещать ее, приносил пиццу и проводил время в качестве ее друга, а не просто курьера. Они вместе ели, смеялись и рассказывали истории о ее юности. С каждым визитом их связь становилась все крепче. Однажды вечером, когда они ужинали в спокойной обстановке, миссис Эллисон мягко улыбнулась. «Ты спас меня, Ной», — сказала она, и ее голос дрогнул от благодарности. Он нежно взял ее за руку. «Миссис Эллисон, ты тоже была мне другом. Я бы сделал это снова, не задумываясь». Шли дни, и домогательства стерлись из памяти. История. Благодаря решительности Ноа, миссис Эллисон обрела чувство покоя и сопричастности, осознав, что она не одинока. И для Ноа этот опыт был связан не только с правильным поступком, но и с осознанием того, что доброта может кардинально изменить чью-то жизнь. Ной защитил ее, когда она больше всего в этом нуждалась, и тем самым навсегда изменил их жизни. Он понял, что иногда доброты было достаточно, чтобы изменить все. Если вас тронула эта история, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующую. И дайте нам знать в комментариях, откуда вы смотрите, мы будем рады услышать ваше мнение.